Салим Достала, здравствуйте, друзья! Сегодня я вяжу летние шорты крючком и делюсь с вами всеми этапами работы. Для этого проекта я использовала пряжу Yarn Art Baby Cotton на мой размер L46, у меня ушло ровно 5 мотков. Обязательно досмотрите видео до конца. Я рассказываю о важных нюансах, которые напрямую влияют на посадку. И если их упустить, шорты могут получиться не такими аккуратными и удобными, как хотелось бы. А у меня получилось все идеально. Красивая длина, мягкая посадка по фигуре. Я действительно очень довольна результатом. И перед тем, как перейти к подробному видео, хочу вам коротко рассказать, как именно вяжутся эти шорты. Шорты вяжем по горизонтали, начиная с бокового внутреннего шва. И это очень удобный способ. Во-первых, не нужно вязать образец, вы сразу работаете по своим меркам. И во-вторых, такой способ позволяет точно подогнать посадку по фигуре. И перед началом вязания немножко об особенностях женской фигуры, скажем так. На просторах YouTube очень много мастер-классов по вязанию шорт. Я посмотрела несколько вариантов, но все они меня не устроили. За счет чего? Честно признаюсь, шорты я вязала первый раз, но шила шорт я очень-очень много. И при шитье шорт есть несколько особенностей. Они обусловлены особенностями нашей фигуры. Шорты по переду должны быть ниже, чем по спинке. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем тут речь. Вот даже я беру свои хорошие шорты, которые на мне отлично сидят, пляжные. Мы видим, что у нас по переду резинка ниже, чем по спинке. Соответственно, у нас задняя часть шорт длиннее, чем передняя часть шорт. А те мастер-классы, которые я видела, они вяжутся, можно сказать, одним полотном, например, от верхней части и пошли вниз до паховой области. Тут соединили и уже вяжут длину шорт. Мне кажется, это не совсем удобно, потому что длина по переду и по задней части получается одинаковой. Соответственно, вы сели, и попка у вас наружу. Это, соответственно, неправильно. А на талии шорты будут выше, чем на спине. И самое главное, носить такие шорты или штаны очень неудобно. Поэтому, честно говоря, я как-то с настороженностью отнеслась к такого вида мастер-класса. А вы можете написать в комментариях, вязали ли вы мастер-классы по такому способу вязания и нравится ли вам посадка при таком способе вязания. Ну, а я буду вязать так, как считаю правильным. И сразу хочу сказать, шорты вяжутся не быстро, но не сложно. Начинаем вязать шорты с внутреннего шва и, соответственно, двигаемся горизонтально по полотну. Здесь мы делаем прибавки, здесь наращиваем цепочкой воздушной, здесь делаем убавочку, вяжем ровное полотно, здесь делаем еще одну убавку и, соответственно, здесь мы тоже делаем убавки. И перед началом видео я вам рекомендую скачать схему, ссылку на нее оставлю в описании. На этой схеме вы сможете отметить ваши мерки и без труда свяжете шорты, которые будут на вас отлично сидеть. И для того, чтобы снять мерки, я рекомендую вам взять ваши любимые шортики, в которых вам нравится их посадка, в которых вам нравится ширина штанины. И таким образом вы сможете связать шорты, которые также на вас будут отлично сидеть. На данной выкройке представлена одна половинка шорт. Соответственно, шорты у нас вяжутся из двух одинаковых деталей. И давайте снимем первую мерку. Это длина шортиков по внутреннему шву. Вот она. Я снимаю мерку, у меня это 11 сантиметров. Соответственно, я записываю себе 11 сантиметров. Далее ширина штанины. Здесь у меня 32 сантиметра, соответственно, умножить на 2 это 64. Но я хочу шорты немного в ножке пошире, поэтому записываю себе 70 сантиметров. Следующая мерка, которую мы снимаем, это средняя линия переда. Находим вот шов и снимаем эту мерку. У меня это 29 сантиметров. Записываю 29 сантиметров. И снимаем такую же мерку по заднему среднему шву. Тоже от паховой зоны до верха. И у меня эта мерка равна 35 сантиметров. Далее снимаю мерку уже по себе, обхват бедер. У меня обхват бедер 98 сантиметров. Я немножко округляю, делю на 2 и записываю 50. Такой длины должна быть деталь по верху, для того, чтобы шорты мы могли спокойно одевать и снимать без застежки, без пуговицы, без замка. По верху шорт у нас будет по вашему желанию идти либо кулиска, либо можно будет вшить резинку. И начинаем мы вязание с внутренней задней стороны, вот отсюда. Соответственно, вот шортики мы начинаем вот вязать вот отсюда по задней стороне. У меня здесь 11 сантиметров. Это 23 воздушные петли. Для того, чтобы набрать воздушную цепочку и вязать по рисунку, нужно набрать количество петель, которое делится на 3, плюс 2.
У вас может быть другая пряжа, другая мерка, другая толщина крючка, плотность вязания и так далее. При этом способе вязания это ничего не важно, образец также вязать не нужно. Самое главное, вы должны знать, что у вас здесь, допустим, 15 сантиметров, вы набираете цепочку воздушную длиной 15 сантиметров, к примеру, и считаете количество петель. И это количество петель должно делиться на 3 плюс 2. Например, как у меня, 21 плюс 2 равно 23. 21 делится на 3 плюс 2 для того, чтобы получился рисунок. В общем, число кратное 3 плюс 2. Это высчитать несложно, я думаю, вы поняли. Итак, набрала я 23 воздушные петли. Далее я вяжу без прибавок и убавок 2 ряда. Затем я вяжу еще 6 рядов с прибавками. Здесь я вот отмечаю без прибавок и убавок. Здесь с прибавками. Далее я набираю воздушную цепочку. Здесь у меня получилось 50 воздушных петель. Соответственно, эту высоту тоже рассчитать несложно. У меня здесь 35 сантиметров. Я отняла то расстояние, которое я уже провязала, это 8 рядов. И на оставшееся количество сантиметров набрала воздушную цепочку. И это равно 50 воздушных петель. Здесь должно быть точно так же. Число кратное 3 плюс 2. 2 отнимаем, получается 48. Соответственно, у меня 48 делится на 3, это 16, и плюс 2 петельки, это 50. Далее я вяжу 9 рядов без прибавок и убавок. На 10 ряду делаю убавку. Далее вяжу 35 рядов без прибавок и убавок. Это 45 ряд без прибавок и убавок. В 46 ряду делаю убавку и потом провязываю еще 5 рядов без прибавок и убавок. Все очень несложно. И я оказываюсь здесь обязательно. При этом способе вязания, чтобы начать вязать вот эту часть, вы должны оказаться внизу. Довязываю вот это расстояние. В видео будет подробно указано, как его рассчитать, чтобы и здесь было 11, и здесь было 11 сантиметров, либо та мерка, которую вы сняли, неважно. И здесь я провязываю 6 рядов с убавками. Вот, собственно, и все. Обе половинки шорт вяжутся абсолютно одинаково. Да, это не быстро, но не сложно. Также в описании я приложу схему. На этой схеме очень легко вязать ровное полотно, делать прибавки и делать убавки. Даже можно вот таким образом расположить схему, чтобы было понятно, каким образом мы вяжем. Допустим, даже для начала вязания очень просто. Провязали 2 ряда без прибавок и убавок. При вязании ровного полотна чередуется первый и второй ряд. Провязали 2 ряда без прибавок и убавок. Затем 6 рядов провязали с прибавками. Тоже очень просто, также чередуются 2 ряда. Здесь нам нужно будет сделать убавку, это тоже очень просто. Здесь на схеме показано, как это делать. И в начале ряда, и в конце ряда. Соответственно, эти 2 убавки тоже вы с легкостью провяжете. И здесь мы тоже делаем убавки, тоже по этой же схеме, все очень просто. Мне очень нравится этот бабушкин узор, как раз за счет того, что при вязании таким узором очень легко делать убавки и прибавки. Для вязания шорт я буду использовать Yarn Art Baby Cotton. Здесь состав акрил и хлопок. Цвет у меня 402. И в одном моточке 50 грамм и 165 метров. Вязать буду крючком 3 миллиметра. Также приложу схему. Для новичков будет очень полезно. По этой схеме очень хорошо видно, как бабушкиным узором вязать прямое полотно, делать прибавки и делать убавки. И давайте еще раз обсудим, какое количество петель набирать для начала вязания. Начинаем мы вязать с внутренней части по спинке. Вот это передняя половинка шорт, это задняя половинка шорт. И мы вяжем 2 одинаковые детали и начинаем от задней стороны и приходим к переду. Итак, вы измерили желаемую длину шорт по внутреннему боковому шву. И, например, у вас получилось, что вы хотите короткие шорты, чтобы вот эта длина была 5 сантиметров. Значит, вам нужно набрать воздушную цепочку длиной 5 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали 10 воздушных петель. И по линейке смотрим, сколько это сантиметров. У меня получилось это 4 сантиметра. Мне нужно до 5 набрать еще воздушные петли. Но мы помним, что для того, чтобы у нас получился узор, мы должны набрать количество петель кратное 3 плюс 2. Поэтому сейчас я могу набрать еще 2 петли. Это будет 12. 12 у меня делится на 3. И еще плюс 2, чтобы получился рисунок. Получается 14 петель.
Вот у меня так получилось 5 сантиметров. И на примере другой пряжи беру Yarn Art Jeans, она более объемная, потолще. И, например, вы хотите шорты, чтобы боковая внутренняя часть была длиной 10 сантиметров. Наберу 15 воздушных петель. Набрала 15 воздушных петель. Смотрим. 7 сантиметров. Набираем еще. Давайте наберем еще 10. Двадцать 5 воздушных петель слишком много. 5 распускаем. Померяем. Итак, 20 петель мне подходит. Но я помню, что по формуле у меня должно быть количество петель кратно 3 плюс 2. От 20 петель отнимаю 2, 18. И 18 делится на 3. Поэтому я могу вполне оставить 20 петель. Как вы видите, расчеты совсем несложные. Соответственно, эти шорты можно связать из любой пряжи, которая у вас есть, и тем крючком, который подходит к этой пряже. А также шорты могут быть той длины, которую вам хочется. Теперь мне надо набрать воздушную цепочку 23 воздушные петли. Вы можете набрать любое количество воздушных петель. Это боковая длина шорт. У меня это 11 сантиметров, и у меня это 23 воздушные петли. Петли набираем кратно 3 плюс 2. Итак, я набираю воздушную цепочку 23 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Всего 23. Обратите внимание, набираю такую достаточно свободную воздушную цепочку. Петли не затягиваю. Я набрала воздушную цепочку 23 петли. Теперь я рекомендую сразу поставить пальчик вот на эту петельку, вот сюда, на третью, 1, 2, 3. Вот сюда ставим пальчик, чтобы ее не потерять. Дальше нам нужно связать столбик подъема на новый ряд. Это 3 воздушные. 1, 2, 3. Теперь в петельку, на которой стоит пальчик, провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 2 петельки пропускаем, вяжем в третью. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 петли пропускаем, вяжем в третью. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 петли пропускаем, вяжем в третью. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас останется 2 петли. Готово, провязали. В конце осталось 2 петельки. Одну пропускаем и в последнюю вяжем столбик с накидом. Переходим на второй ряд. Три воздушные. Это столбик подъема на новый ряд. Переворачиваем. Дальше между первым и вторым столбиками вяжем 2 столбика с накидом. И далее между каждым пучком из 3 столбиков предыдущего ряда провязываем по 3 столбика с накидом.
Итак, почти провязали до конца ряда. И осталось нам провязать между последним и предпоследним столбиками 2 столбика с накидом, 1, 2 и еще один столбик последний. Провязываем последнюю петлю предыдущего ряда. Готово. Провязали 2 ряда без прибавок и убавок. Я вяжу 2 половинки шорт одновременно. И сейчас мы начнем формировать задний и средний шаговый шов с помощью прибавок. Звучит, скорее всего, трудно, но вязать это максимально просто. Не бойтесь, у вас все получится. Итак, приступим. И следующие 6 рядов нужно провязать с прибавками. Правая сторона сейчас, это у нас будет низ шорт. И здесь мы вяжем без прибавок, убавок по рисунку. И по левой стороне мы делаем прибавку, как раз здесь мы формируем средний шов у шорт. Итак, начинаем. 3 воздушные, переворачиваем. Между первым и вторым столбиками провязываем еще 2 столбика с накидом. И далее между каждым пучком провязываем по 3 столбика с накидом. Провязала до конца ряда. Этот ряд нечетный. И в нечетном ряду, как и в первом, в конце провязываем 1 столбик с накидом. Вяжем следующий ряд. Находимся на прямой стороне шорт по низу. Здесь идет у нас прибавка. И вяжем следующий ряд. Начинается с 3 воздушных и 2 столбиков с накидом. 3 воздушные, переворачиваем. И между первым и вторым столбиками провязываем еще 2 столбика с накидом. Между каждым пучком предыдущего ряда провязываем по 3 столбика с накидом. Вяжем до конца ряда и в конце ряда прибавка. Провязали до конца ряда и между двумя последними столбиками провязываем 2 столбика. И в последний столбик снизу провязываем еще 1 столбик. И переходим на следующий ряд с прибавкой. Соответственно, начинаем вязать с прибавки. 3 воздушные, переворачиваем. Между первым и вторым столбиком провязываем еще 2 столбика. 1, 2. Дальше между каждым пучком предыдущего ряда провязываем по 3 столбика с накидом. Провязали до конца ряда и в конце ряда 1 столбик с накидом. Мы сейчас находимся на ровном ряду. Начинаем вязать четный ряд. И четный ряд начинаем с 3 воздушных и 2 столбиков с накидом между первым и вторым столбиками предыдущего ряда. И далее вяжем до конца ряда по 3 столбика с накида
между каждым пучком предыдущего ряда. Провязала до конца ряда, и в конце ряда между последними столбиками провязываю 2 столбика с накидом, и в последний столбик провязываю столбик с накидом. Готово. Таким образом мы провязали 4 ряда с прибавками. Переходим на 5-й ряд. Также вяжем с прибавками 3 воздушные, переворачиваем. Между первым и вторым столбиками нижнего ряда провязываем еще 2 столбика. Далее между пучками предыдущего ряда провязываем по 3 столбика с накидом. И в конце ряда провязываем 1 столбик с накидом. Сейчас мы находимся на прямой стороне, это низ шорт. Довяжем до конца ряда и в конце ряда будем провязывать воздушную цепочку. Итак, 3 воздушные, переворачиваем. Далее 2 столбика с накидом и по 3 столбика с накидом между пучками предыдущего ряда. Провязываем до конца ряда. В конце ряда также у нас идет прибавка. Провязали до конца ряда и в конце ряда прибавка. Между двумя последними столбиками нижнего ряда провязываем 2 столбика и еще 1 столбик в последний столбик. Так, край получается плавнее. И теперь нам нужно набрать воздушную цепочку. Так мы будем формировать высоту шорт. Это у нас будет задний средний шаговый шов, если назвать его правильным термином. Итак, я набираю 50 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Всего 50. Итак, я провязала воздушную цепочку 50 петель. Теперь вязание мне нужно перевернуть на следующий ряд. И таким образом цепочка у меня тоже переворачивается. И теперь я вяжу ее не вот так косичкой, а к себе ребрышком. Выравниваю. И приступаю к вязанию следующего ряда. И перед тем, как начать вязать петли подъема, рекомендую отсчитать 3 петли. 1, 2, 3. С изнаночной стороны по косичке это легко делать по ребрышкам. Вот ставлю пальчик на 3 ребрышко. В эту петлю я начну провязывать пучок из 3 столбиков с накидом, чтобы не потерять эту петлю. Ставлю на нее пальчик. Итак, 3 воздушные петли подъема на новый ряд. И здесь есть еще один нюанс. Теперь по всей ширине шорт верхнюю часть мы будем вязать более короткими столбиками с накидом. То есть это не полустолбики, не столбик без накида, а тот же самый столбик с накидом, просто мы его специально вяжем немного короче, чем вязали до этого. Вот таким образом. 1, 2, 3. Провязали тот же пучок из 3 столбиков, только столбики сделали немножко короче. Пропускаем 2 петли снизу, вяжем в 3-ю, также 3 столбика с накидом. И пропустили снизу 2 петли, вяжем в 3-ю, также 3 столбика с накидом.
И вот таких укороченных пучков я провязывать буду 10 штучек, а потом буду делать пучки обычной высоты. Сейчас провязываем общее количество укороченных пучков 10, потом продолжаем пучками обычной высоты. И давайте вот здесь еще встретимся, вместе провяжем вот здесь пучок на соединение, чтобы вы видели, как здесь получается. И как важно правильно рассчитать количество наборных петелек. Итак, я провязала в общей сложности 16 пучков. И вот как я провязываю на месте сгиба. Я делаю это вот так, в петельку, для того, чтобы соединение было максимально плавным. Даже мне тут удобнее взять крючок потоньше. И также провязываю 3 столбика с накидом. И далее до конца ряда все по рисунку. Провязали до конца ряда. В конце ряда здесь у нас столбик с накидом. Провязали таким образом первый длинный ряд. Далее провязываем еще 8 рядов без прибавок и убавок. Как вязать ряды без прибавок и убавок, если забыли, возвращаемся обратно. Вот мы начинали ряд с 3 воздушных, и здесь мы начинали ряд с 3 воздушных. Далее следует ряд, начинающийся с пучка из 3 столбиков, заканчивается тоже пучком из 3 столбиков. И таким образом вяжем ровное полотно, чередуя эти 2 ряда. Если забыли, вернитесь обратно. А также очень удобно скачать схему и смотреть по этой схеме, как очень просто вяжется ровное полотно. Итак, провязываем еще 8 рядов. Провязала 9 рядов. Теперь я нахожусь на ровной стороне. Это низ шортиков. И что мы делаем дальше? Сейчас провяжем 10 ряд. И здесь сделаем убавку по верху изделия. Итак, убавку мы делаем в том ряду, который начинается с 3 столбиков. Итак, 3 воздушные, переворачиваем. Здесь у нас как был ровный край, так и остается. Поэтому снизу провязываем еще 2 столбика. Далее до конца ряда провязываем пучки из 3 столбиков между каждым пучком предыдущего ряда. Этот рисунок вы уже точно запомнили. Так, вяжем до конца ряда. И не забываем, что начиная с 10 пучка провязываем более короткие столбики. Даже сейчас уже видно, что здесь у нас полотно уже, чем здесь. Таким образом мы создаем расклешение, не делая в самом полотне прибавки и убавки. Провязываем последний пучок из 3 столбиков. И делаем убавку. Убавка при вязании бабушкиного узора делается очень просто. Как я уже сказала, делается она в том ряду, который начинается с 3 столбиков. И таким образом мы просто не провязываем эти 3 столбика, а провязываем только 1 столбик с накидом. И таким образом мы сделали убавку. И вяжем далее. Следующий ряд начинаем так же, как обычно, с 1 столбика. 3 воздушные, столбик подъема на новый ряд, переворачиваем. Дальше вяжем по рисунку. И давайте повторим то, что мы делали. От начала длинной части провязали 10 рядов и в конце 10 ряда сделали убавку. И, как обычно, перешли на вязание 11 ряда. И сейчас нужно провязать без прибавок и убавок
не довязывая примерно 5 сантиметров до того момента, как мы начнем вывязывать вот такой же шаговый шов для переда. И здесь уже вяжем самостоятельно. У каждого из вас это будет свое количество рядов и свое количество сантиметров. По моим меркам мне нужно связать еще 35 сантиметров до того момента, как я начну делать убавки по переду. Итак, я провязала еще 35 рядов. Давайте напомним, что мы делали. По низу изделия у нас идет ровное полотно, без прибавок и убавок. По верху изделия, по поясу со стороны спинки провязали 9 рядов, сделали убавку. Затем я провязала еще 35 рядов без прибавок и убавок. И сейчас буду делать еще одну убавку. И сейчас у меня вязание находится внизу по прямой линии, по низу шорт. Здесь у меня ряд начинается с 3 столбиков с накидом. Первый столбик — это 3 воздушные. Соответственно, имейте в виду, что сейчас вы будете делать убавку, и вы должны находиться в ряду, который начинается по низу с 3 воздушных. То есть тут мы будем провязывать 3 воздушные и 2 столбика. Поскольку при вязании бабушкиным узором убавки у нас делаются по ряду, который начинается и заканчивается 3 столбиками. Итак. Три воздушные, перевернули, 2 столбика с накидом. Далее до конца ряда по рисунку провязываем до конца ряда. И, конечно же, не забываем, что примерно на 10-м пучке мы начинаем вязать столбики покороче. Провязали до конца ряда и делаем убавку. Мы должны были, если бы вязали ровно, провязать в конце ряда 3 столбика с накидом, но мы делаем убавку, поэтому провязываем только 1 столбик. Вот так просто делается убавка. И далее мы вяжем по рисунку без прибавок и убавок. Если у вас другая толщина пряжи, другой крючок, и по сантиметрам у вас получаются другие длины, то закончить сейчас вы должны внизу изделия, по низу изделия, потому что это завершающий этап. И далее мы уже будем вязать начнем вязать внутреннюю часть шорт. Будем ее формировать с помощью убавок. И давайте покажу, как присоединять новую нить. Левая нить сверху, правая снизу. Оборачиваем. Левая нить снизу, правая сверху. Оборачиваем. Получился вот такой, кто увлекается макраме, квадратный узел. И такой узел получается очень крепкий. Затягиваем. Обрезаем под самый корешок. И еще раз проверяем. Очень крепкий. В зависимости от типа пряжи, из которой вы вяжете, данный узел может быть крепким, либо не очень. Обязательно проверяйте. Итак, я провязала еще 5 рядов. В данный момент я закончила ряд по нижнему краю изделия, внизу шорт. И сейчас мы будем формировать передний шаговый шов. И передний шаговый шов должен быть короче, чем задний. Здесь у меня было провязано 8 рядов.
По переду я буду провязывать 6 рядов. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И считаем, сколько у нас в шестом ряду пучков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И все очень просто. Сейчас провязываем 10 пучков и делаем убавку. Итак, начинаем вязать. Три воздушные. Переворачиваем. Первый пучок. Второй. Третий и так далее. Всего 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Провязываю 10-й пучок. И делаю убавку. Это значит, что я провязываю между следующими двумя столбиками 1 столбик. Далее 3 воздушных и перехожу на следующий ряд. И начинаю вязать между следующими двумя пучками также пучки до конца ряда. Провязала до конца ряда. В конце ряда у меня здесь столбик с накидом. И перехожу на следующий ряд. 3 воздушные. Два столбика. И провязываю до конца ряда. Здесь тоже убавка. Это уже у нас третий ряд. Так, обратите внимание, провязываю один пучок. И в конце ряда один столбик с накидом. Перехожу на четвертый ряд, 3 воздушные, переворачиваю. Начинаю провязывать пучки из 3 столбиков. До конца ряда по рисунку. И в конце ряда один столбик с накидом. Переходим на следующий ряд, 3 воздушные, переворачиваем. Это уже будет 5-й ряд. Начало ряда ровная сторона, низ изделия вяжем как обычно. В конце ряда убавка. Провязываю последний пучок.
в конце один столбик с накидом. И мне осталось провязать последний 6-й ряд. 3 воздушных, переворачиваю. Провязывать начинаю с 3 столбиков. И так далее, все по рисунку до конца ряда. Все, мы закончили. Теперь ниточку здесь немножко подлиннее надо отрезать, потому что этой нитью мы будем затем сшивать. Закрепляем, вытягиваем. Так, вот такая получилась деталь, не вмещается в камеру. Перед тем, как мы начнем теперь сшивать детали, обе детали надо отпарить и отгладить. Вот это первая деталь, которую я вязала, я уже ее отгладила и отпарила, и по ней я смеряла мерки. И посмотрите, насколько эта деталь длиннее после отглажки и отпаривания. Вот такие 2 детали шорта у меня получились. Все выглядит очень правильно. Верх шорт, задняя сторона шорт выше, передняя сторона шорт ниже. Боковые и внутренние швы одинаковые. И сначала нужно будет соединить внутренние швы вот таким образом. Одну ножку соединяем, неважно, где лицевая сторона, где изнаночная. А вторую половинку соединять шов нужно обязательно таким образом. Вот у нас первая деталь. У меня здесь перед, здесь зад. По переду ниже, по спинке, по заду выше. Соответственно, когда я буду соединять 2 штанины между собой, у меня должна быть соединена короткая сторона к короткой и длинная сторона к длинной. Соединили одну штанину, берем вторую деталь. Вот у меня здесь короткая сторона, и с другой детали я тоже беру короткую сторону, прикладываю. Вот так поворачиваю на себя и беру вторую сторону. И таким образом соединяю. Чтобы не получилось так, что на одной штанине шов у вас идет снаружи, а на другой штанине шов идет внутри. Тогда вам придется переделывать. Поэтому сразу на этот момент обратите внимание, чтобы не переделывать. И давайте сейчас соединим эти детали. Итак, соединяем 2 детали между собой. Когда мы заканчивали последний ряд, ниточку оставили подлиннее. Сейчас эту ниточку располагаем вот таким образом. Нить от набора пока можно увести вниз. Вот здесь у нас располагается нить, а когда я сшивала, соединяла первую деталь, ниточка длинная у меня располагалась по этой стороне. Но принцип один и тот же. Сейчас я завожу крючок, причем крючок я взяла потоньше 2 миллиметра. Подхватываю вот эту нить рабочую и вывожу петлю. Соединила 2 детальки. И дальше соединяем между собой петелька в петельку. Вставили крючок с одной стороны, затем с другой. Здесь я подхватываю только верхнюю полупетлю, а здесь у нас наборный край тоже за верхнюю полупетлю. И вот таким образом петелька в петельку. Соединяю. Обратите внимание, что петли ни в коем случае не нужно затягивать. В начале ряда это делать немножко трудно, но затем все прям очень-очень просто. Вставили крючок с одной стороны, с другой стороны
подхватили рабочую нить и петельку протянули. Затягивать не нужно, потому что здесь у нас должно быть эластично, потому что полотно достаточно хорошо тянется, чтобы по шву не тянуло. Поэтому за этим следите, чтобы петли не были тугие. Прям вытягивайте, поправляйте. И вот подошли к концу ряда. Вот таким образом получилось. Выглядит очень аккуратно. Сравним со второй деталью. Вот таким образом. Теперь нить закрепляем вот таким образом. Петелечку затягиваем. И вот у нас две половинки шорт. Одну половинку оставляем швом сюда. Берем вторую половинку и переворачиваем. Вот таким образом соединяем. Вот у нас две половинки шорт лежат. Вот это паховая зона. Вот получается, смотрите, я совместила сейчас этот шов. Мы видим, что оба шва у нас идут снаружи. И проверяем сейчас по верхней стороне. Это у нас спинка. Спинка более высокая по поясу. Это у нас перед. Прекрасно видно, как мы здесь сделали убавочку. И теперь давайте мы начнем соединять со стороны спинки. Переворачиваем вязание к себе. И совмещаем. И сейчас нам нужно будет соединить точно так же, как мы соединяли боковые внутренние швы. Вот таким образом мы сразу соединим и спинку. Спинка, кому непонятно, это задняя часть. Вот, дошли до внутреннего бокового шва. Одна ножка, вторая ножка, паховая зона. И соединим дальше переднюю часть. В общем, все просто совмещаем. Две задние половинки вот таким образом. Берем новый моточек или ниточку. Вот так располагаем. И давайте посмотрим. Здесь у нас пучок из 3 столбиков, и здесь было 2 воздушные. Вот так вставляем крючок. Подхватываем нить, выводим петлю. Эту ниточку вытягиваем, чтобы она не уползала. И с этой стороны точно так же. Раз, два, 2 петельки, во вторую вставляем крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. Вот эту нижнюю затягиваем. Первые несколько стежков будет сделать не очень удобно, но затем все так же очень просто, как мы и соединяли боковые внутренние швы. Точно так же соединяем, не затягиваем, чтобы шов был эластичный. И вот таким образом, петелечка в петелечку, соединяем.
давайте сейчас самостоятельно делайте соединение до паховой зоны, до соединения боковых внутренних швов. Здесь делаем соединение вместе. Итак, я почти дошла до шва. Ниточку с одной стороны заправила, с этой стороны давайте заправим вместе. Вывожу вот так на изнаночную сторону. Дальше можно спустить по столбику. Спрятать вовнутрь. Здесь через одну ниточку перекидываю и делаю узелочек и снова прячу внутрь. Кому-то может показаться, что слишком тщательно я это делаю, но мне не хочется, чтобы у меня после стирки какие-то ниточки вылезли. И вот сейчас обрезаем. Готово. И возвращаюсь. Соединяю дальше. Вот у меня здесь будет совмещаться шовчик. Дошли до соединения. Вот внутренние швы, боковые. И точно таким же способом соединяем. Сюда крючок, сюда. Вывели петельку, соединили. Вот мы сейчас уже полностью провязали задний средний шов. И осталось соединить передний шов. И далее продолжаем точно так же. Петелечка в петелечку. Не забываем, что сильно не нужно затягивать, чтобы шов был эластичным. И таким образом соединяем до конца ряда. И мне осталось провязать несколько петелек до конца ряда. Я закончила. Теперь нить не обрезаем. Провязываем 2 воздушные петли. Делаем накид. И далее провязываем полустолбики с накидом.
Вот таким образом. В каждый столбик провязываем по 2 полустолбика. Таким образом провязываем до конца ряда. И вот эту ниточку от начала вязания тоже обязательно нужно заправить и спрятать, аналогично тому, как мы прятали ниточку в паховой зоне. Провязала ряд полустолбиками до конца, ниточку обрезала, теперь нить вытягиваю. Далее вставляю крючок между первым и вторым столбиками. Ниточку вытягиваю, теперь вязание удобнее перевернуть. И возвращаю нить в ту же петлю, из которой она вышла. Вот таким образом сформировали такую же петельку, как по краю. Теперь ниточку эту необходимо заправить в полотно и обрезать. Итак, верхняя часть шорт практически готова. Останется только подшить. Вот таким образом. И вставить шнурок. К этому мы вернемся чуть позже. А сейчас давайте вернемся к низу шорт. Вот таким образом я уже обвязала одну штанину. Давайте вместе обвяжем вторую. Для начала нить от набора также надо заправить, спрятать, обрезать. Беру крючок 2 миллиметра и начинаем. И провязываем еще один от шва. Я с двумя накидами придумала небольшую хитрость, чтобы заканчивался и начинался ряд одинаково. Вставляем крючок вот так прям в косичку. Провязываем. И сейчас сделаем 2 накида. Вот этот один столбик пропускаем. Начинаем провязывать столбиками с накидом сразу в следующую арочку. Провязали один накид, второй накид. Провязали столбик с 2 накидами. Далее провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее в следующую арочку провязываем столбик без накида. В следующую арочку 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку столбик без накида. В следующую арочку 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. В следующую арочку столбик без накида. Таким образом, давайте вернемся к началу ряда. Для того, чтобы удлинить начало ряда, здесь я провязала 2 столбика с 2 накидами. И затем иду вот по такому рисунку, провязываю столбики с одним накидом. И получается, что ряд у меня завершается точно так же. 2 столбиками с 2 накидами. И получается вот такое соединение. На это обратите внимание. И давайте еще раз повторим, как мы делаем эту обвязку. 5 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4, 5. Столбик без накида. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И таким образом обвязываем по всему краю до конца ряда. Мне осталось провязать последний элемент. И так же, как в начале ряда я его провязываю, но в зеркальном отображении. Провязываю 3 столбика с одним накидом. И далее провязываю еще 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. И теперь мне надо вот сюда присоединиться. Для этого я вытягиваю нить. И я беру иглу с тупым концом и сформирую такую же петельку, как по всему краю. Для этого вставляю иголку вот под первую петельку под обе полупетли, вот таким образом. И далее возвращаю нить в ту же петлю, из которой она вышла, вот сюда, сразу на изнаночную сторону. Вот у меня получилась такая же петелька, как по всему краю. И теперь эту ниточку я с изнаночной стороны заправляю. Вот такой красивый край шорт у меня получился. Давайте вместе посмотрим на внутреннюю часть. Давайте теперь свяжем шнурок. Я беру 3 нити и вяжу обычную цепочку длиной 2 метра 20 сантиметров. Вот таким образом обычную воздушную цепочку. Провязали нужную длину, теперь кончик фиксируем. Связали шнурок, теперь берем резинку. У меня резинка шириной 3 сантиметра, 2,7, если быть точнее. Отрезаем без запаса, ровно по обхвату талии. И зашиваем резинку, отступая от края примерно сантиметр. Если у вас нет швейной машинки, можете сделать это на руках. Если есть швейная машинка, прострачиваем. Я сшила резинку по шву и дополнительно зафиксировала стороны для того, чтобы они хорошо, красиво внутри смотрелись. Теперь вот этот шов я располагаю внутри шва по спинке. Вот центральный шов по спинке, по задней части. Этот шов я располагаю с изнаночной стороны, отступив один ряд. Фиксирую булавкой. Складываю пояс напополам. И эту часть также с внутренней стороны фиксирую по центру переднего шва, по переднему шву. Точно таким же образом сейчас фиксирую боковые стороны. И теперь мне пояс нужно пристрочить к полотну. Я буду делать это на швейной машинке, но это можно сделать и на руках.
Итак, я вот буду вот таким образом пристрачивать. Поскольку я более-менее опытная швея, я вот здесь не нажимуливаю, а вот так растягиваю резинку и сразу пристрачиваю. Итак, я пристрочила резинку. Если бы у меня нить была в цвет, с этой стороны совсем было бы не видно, но ничего страшного. Этот шовчик будет у меня внутри. Теперь мы вот так подгибаем. Сделать это очень просто, потому что делаем мы это по краю резинки. Можно для удобства зафиксировать булавками. Итак, вот что получилось. Теперь вот здесь нам надо проложить шов соединительными столбиками. Вот таким образом эту ниточку от набора подтягиваем. И вот таким образом прокладываем ряд соединительными петлями, соединительными столбиками. Скажите, пожалуйста, только у меня такая беда, когда я вижу на камеру, у меня обязательно что-то криво получается. Вот сейчас у меня расслаивается ниточка. Не затягиваем. Стараемся провязывать очень близко к резинке. Итак, вот что получается. Таким образом провязываем по всему кругу. Готово. Ниточку обрезаем. Я не довязала одну петельку. Теперь мне нужно сформировать такую же петлю, как по всему краю. Не знаю, будет видно или нет, потому что даже без камеры я сейчас не слишком вижу петельки. Сначала я зафиксирую с обратной стороны ниточку от набора.
Теперь я вставляю иглу под первую петельку. И теперь возвращаю нить в ту же петлю, из которой она вышла. Сразу на изнаночную сторону. Вот таким образом у меня сформирована такая же петелька, как по всему краю. И теперь ниточку я заправляю внутри. Теперь берем шнурок, воспользуюсь большой иглой с тупым концом. Так, проверьте, чтобы шнурочек вы вставили по переду. И давайте вставим шнурок примерно посередине резинки. Вот, я думаю, вот так. Итак, вот что получилось. Я вставила шнурок. При желании на концы шнурка можно одеть бусины, либо концевики. Вот такие шорты у меня получились, мягкие, удобные и с идеальной посадкой. И если вам понравился мой мастер-класс, поставьте лайк и подпишитесь на канал.